Нине некуда было идти, то есть совсем некуда. Можно было пару ночей переночевать на вокзале. А потом внезапно девушку осенила спасительная мысль. Дача. Как же я могла забыть? Хотя дача — это сильно сказано. Так полуразрушенная хибара. Но все же лучше поехать туда, чем идти на вокзал, размышляла Нина. Сев в электричку, Нина прислонилась к холодному окошку и закрыла глаза. На девушку нахлынули тяжелые воспоминания недавних событий. 2 года назад она потеряла родителей, осталась одна, без какой-либо поддержки. За учебу платить было нечем, пришлось бросить институт и идти работать на рынок. После всего пережитого Нине улыбнулась удача, и вскоре она встретила свою любовь. Тимофей оказался добрым и приличным человеком. Спустя 2 месяца молодые люди сыграли скромную свадьбу. Казалось бы, живи да радуйся, но жизнь приготовила очередное испытание для Нины. Тимофей предложил супруге продать родительскую квартиру в центре города и открыть собственный бизнес. Парень настолько все красиво обрисовал, что у Нины не осталось ни малейших сомнений. Она была уверена, что муж все делает верно, и очень скоро их семейство забудет о материальных трудностях. Вот встанем на ноги, можно будет и о малыше подумать. Так хочется стать матерью поскорее, мечтала наивная девушка. С бизнесом у Тимофея не сложилось. Из-за постоянных скандалов по поводу выброшенных на ветер денег у молодых людей быстро разладились отношения. Вскоре Тимофей привел домой другую барышню, указав Нине на дверь. Первым делом девушка хотела обратиться в полицию, но потом поняла, что ей не в чем обвинять супруга. Она сама продала квартиру и вручила деньги Тимофею. Выйдя на станции, девушка одиноко побрела вдоль пустынного перрона. На дворе стояла ранняя весна, дачный сезон еще не начался. За 3 года участок зарос и находился в плачевном состоянии. Ничего, наведу порядок, и все будет как прежде, подумала девушка, понимая, что как прежде уже не будет никогда. Нина без труда нашла ключ, который лежал под крыльцом, но деревянная дверь просела и не хотела открываться. Девушка изо всех сил пыталась открыть двери, но это оказалось нелегкой задачей. Поняв, что ей не под силу справиться с этой проблемой, Нина присела у крыльца и расплакалась. Внезапно на соседнем участке девушка увидела дымок и услышала шум. Обрадовавшись, что соседи на месте, Нина бросилась к ним. «Тетя Рая, вы дома?» – позвала она. Увидев во дворе заросшего пожилого мужчину, Нина застыла от неожиданности и страха. Незнакомец развел небольшой костер, на котором грел воду в грязной кружке. «Вы кто? Где тетя Рая?» – спросила девушка, пятясь назад. «Не бойтесь меня и прошу, не звоните в полицию. Я ничего плохого не делаю, в дом не лезу, здесь, во дворе живу». На удивление, у старика был приятный, интеллигентный баритон. Так разговаривают грамотные, образованные люди. «Вы бездомный?» – задала Нина бестактный вопрос. «Да, вы правы», – тихо произнес мужчина, пряча взгляд. «Вы по соседству живете? Не беспокойтесь, я не потревожу вас». «Как вас зовут?» «Михаил». «А по отчеству?» – уточнила девушка. «Отчество?» – удивился старик. «Федорович». Нина внимательно посмотрела на Михаила Федоровича. Одежда на нем хоть и выглядела поношенной, но была более-менее чистой, да и сам старик был в меру ухожен. «Я не знаю, к кому обратиться за помощью». Тяжело вздохнула девушка. «Что стряслось?» – участливо поинтересовался мужчина. «Дверь просела. Я не могу открыть ее.
«Если позволите, я могу посмотреть», — предложил бездомный. «Буду признательна», — в отчаянии произнесла она. Пока старик ковырялся с дверью, Нина сидела на скамейке и размышляла о незнакомце. Кто я такая, чтобы презирать его или осуждать? Ведь я тоже бездомная. У нас с ним похожая ситуация. «Ниночка, принимайте работу». Михаил Федорович улыбнулся и толкнул дверь. «Постойте, вы ночевать здесь собрались?» «Ну да, а где же еще?» Удивилась девушка. «В доме есть отопление?» «Печка должна быть». Совсем растерялась Нина, понимая, что ничего в этом не смыслит. «Ясно. А дрова?» — спросил старик. «Не знаю», — поникла девушка. «Ладно, идемте в дом, я сейчас что-то придумаю», — решительно сказал мужчина и вышел со двора. Нина около часа занималась уборкой. В доме было очень холодно, сыро и неуютно. Девушка была расстроена, не понимая, как сможет здесь жить. Вскоре пришел Михаил Федорович с дровами. Неожиданно для себя Нина обрадовалась, что рядом есть хоть одна живая душа. Мужчина прочистил немного печь и растопил ее. Через час в доме стало тепло. «Ну все, печь растоплена хорошо. Вы подбрасываете понемногу дровишек, а на ночь нужно потушить. Не беспокойтесь, тепло продержится до утра», — объяснял старик. «А вы куда? К соседям?» — поинтересовалась Нина. «Да, вы уж не судите строго. Поживу немного у них на участке. В город не хочется ехать. Не хочу бередить душу, вспоминать прошлое». «Михаил Федорович, подождите. Сейчас поужинаем, выпьем чая горяченького, потом пойдете», — решительно произнесла Нина. Старик не стал отпираться, молча снял куртку и присел у печки. «Простите, что лезу в душу», — начала Нина. «Просто вы совсем не похожи на бомжа. Почему вы живете на улице? Где ваш дом? Родные?» Михаил Федорович рассказал, что всю жизнь преподавал в институте. Все молодые годы посвятил работе, увлекался наукой. Старость подкралась незаметно. Когда осознал, что остался совершенно один на закате лет, было поздно что-либо менять. Год назад к нему стала наведываться племянница. Девушка мягко намекала, что будет помогать старику, если он оставит ей квартиру в наследство. Естественно, мужчина обрадовался и согласился. Далее Татьяна втерлась в доверие к дяде. Девушка предложила продать квартиру в душном районе и купить добротный дом в пригороде с большим садом и уютной беседкой. Как оказалось, она уже присмотрела отличный вариант и совсем недорого. Мужчина всю жизнь мечтал со свежем воздухе и тишине, поэтому согласился, не раздумывая. После продажи квартиры Таня предложила открыть счет в банке, чтобы не держать такие большие деньги при себе. «Дядя Миша, вы присядьте на скамейке, а я узнаю, что к чему. Давайте, я пакет с собой возьму. Мало ли, возможно, за нами кто-то следит», — сказала девушка у входа в банк. Таня с пакетом скрылась в помещении, а старик принялся ждать. Он ждал час, второй, третий. Племянница не выходила. Зайдя в помещение банка, мужчина увидел, что посетителей там нет, а с другой стороны был еще один выход. Михаил Федорович не мог поверить в то, что родной человек так жестоко обманул его. Он так и остался сидеть на лавочке, ожидая Таню. На следующий день решил идти к ней домой. Дверь открыла чужая женщина и объяснила, что Татьяна давно здесь не живет. Девушка продала квартиру 2 года назад. Такая невеселая история. Тяжело вздохнул старик. С тех пор живу на улице. До сих пор не могу поверить, что у меня нет больше дома. Да уж,
Я думала, что одна такая. У меня похожая ситуация, произнесла Нина и рассказала все мужчине. Плохо все это. Я хоть жизнь прожил, а ты? С института ушла, осталась без квартиры. Но ты не отчаивайся. Каждая проблема решаема. Ты молодая, все у тебя будет хорошо. Попытался успокоить старик. Что мы все о плохом да о грустном? Пойдемте ужинать. Улыбнулась Нина. Девушка наблюдала, с каким аппетитом старик уплетал макароны с сосисками. В тот момент ей стало очень жаль его. Было видно, что он очень одинокий и беспомощный. Как же это страшно остаться совсем одному на улице и понимать, что ты никому не нужен, думала Нина. Ниночка, я могу помочь тебе с восстановлением в институте. У меня там осталось много хороших друзей. Думаю, ты сможешь учиться на бюджете, произнес неожиданно мужчина. Конечно, в таком виде я не могу показаться бывшим коллегам. Я напишу письмо ректору, а ты встретишься с ним. Константин мой давний приятель, он обязательно поможет. Спасибо, было бы здорово, обрадовалась Нина. Спасибо тебе за ужин, за то, что выслушала. Пойду, поздно уже, произнес старик, подымаясь. Подождите, нехорошо это, куда вы пойдете? Тихо произнесла девушка. Не беспокойся, у меня теплый шалаш на соседнем участке. Завтра загляну к тебе, улыбнулся старик. Не нужно идти на улицу. У меня 3 просторные комнаты. Можете занять одну, какая вам по вкусу. А если честно, я боюсь оставаться одна. Боюсь этой печки, в которой ничего не понимаю. Вы же не бросите меня в беде. Нет, не брошу, серьезно произнес старик. Прошло 2 года. Нина удачно сдала сессию и в предвкушении летних каникул ехала домой. Она так и жила на даче. Вернее, девушка жила в общежитии, а сюда ездила на выходные и каникулы. «Привет!» – произнесла радостно, обнимая дедушку Мишу. «Ниночка, родненькая моя, чего не позвонила? Я бы встретил тебя на станции. Ну как, сдала?» – обрадовался старик. «Да, почти все на отлично», – похвасталась девушка. «Вот, тортик купила. Ставь чайник, будем отмечать». Нина с Михаилом Федоровичем пили чай и делились новостями. «Я виноград посадил. Вон там беседку сделаю. Будет очень удобно и уютно», – рассказывал старик. «Здорово. А вообще, ты здесь хозяин. Делай все, как считаешь нужным. Я-то что, приехала, уехала?» – засмеялась Нина. Мужчина полностью преобразился. Теперь он не был одинок. У него был дом, была внучка, Ниночка. С соседями он подружился, а с тетей Раей часто пьют вечерами ароматный чай во дворе. Девушка тоже вернулась к жизни. Михаил Федорович стал для нее родным человеком. Нина благодарна судьбе за то, что послала ей дедушку, который заменил родителей и поддержал в трудную минуту. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.